Здравствуйте, зрители моего канала. В предыдущих некоторых видео я уже показывал вам свою коллекцию анимационных фильмов. А именно, это у нас анимационные фильмы от Диснея, а также анимационные фильмы от студии DreamWorks Animation, а также от студии Illumination. А в следующих некоторых видео я покажу вам другие анимационные фильмы, которые есть у меня в коллекции. И это видео будет посвящено анимационным фильмам от студии 20 век Fox и ее дочерней студии Blue Sky, а также два издания, которые были выпущены студией Paramount Pictures. Начать я хочу с 20 века Fox и их дочерней студии Blue Sky. Их первый мультфильм, а также их самая большая серия фильмов «Ледниковый период». У меня такое вот издание в диджипаке, где у нас 4 из 5 мультфильмов из этой серии представлено. А также в данном издании у нас одна короткометражка на DVD. Открываем. Здесь такое же оформление. Все 4 части плюс короткометражка. Здесь видим «Ледниковый период», первая часть. «Ледниковый период 2. Глобальное потепление». Далее у нас «Ледниковый период 3. Эра динозавров». Далее «Ледниковый период 4. Континентальный дрифт». И на DVD у нас представлена короткометражка «Ледниковый период. Гигантское Рождество», где герои данной серии представлены у нас в Рождестве. Такое вот издание главной франшизы от Blue Sky 20 века Fox. Далее следующий фильм от Blue Sky. Это у нас картина «Роботы». Как ясно из названия, есть у нас про роботов. Данное кино, данный компьютерный фильм сделанный. Такое вот издание. Фильм «Роботы». Переходим далее. И далее у нас еще одна серия, но состоящая из двух фильмов. Это у нас «Рио», первая часть, которая рассказывает про попугайчиков, про голубых ара. Такое вот издание. Есть у нас два диска. Обычный Blu-ray и 3D с разным оформлением. Как можно здесь видеть, создатели фильма «Ледниковый период», то есть от той же студии. И также есть и вторая часть «Рио 2», в которой история данных попугайчиков продолжается. Такое вот оформление накатки. Два анимационных фильма из серии «Рио». Далее анимационный фильм по рассказу доктора Сьюза «Хортон». В оригинале здесь у нас озвучили персонажей главных Джим Керри и Стив Карелл. Здесь у нас про слона, которого зовут Хортон, и который слышит ктошек на цветке. Такой вот анимационный фильм. И, наконец, последнее издание от Blue Sky. Это у нас анимационный фильм «Снуппи и мелочь пузатая в кино». В оригинале называется просто «Пинатс». Здесь у нас из данной картины самые известные это у нас Чарли Браун и Снуппи. Видим Снуппи самого на своей будке собачьей. Такая вот картина, сделанная в компьютерной анимации, но со своим собственным стилем, сохраняющим стиль комиксов про данных персонажей. Снуппи и мелочь пузатая в кино. Далее будут отдельные фильмы
И первые два фильма этих отдельных, они сняты одним режиссером. Это режиссер Уэс Андерсон, который известен своей любовью к симметрии. И первый его опыт в анимации — это у нас «Бесподобный мистер Фокс», который снят, данный мультфильм, по книге, по повести Рольда Даля. Такой вот внутренний арт данного издания. А также по книгам Рольда Даля сняты такие произведения, как «Чарли и шоколадная фабрика» Тима Бертона и другие экранизации про Вилли Вонку. А также по произведениям Рольда Даля снят фильм Стивена Спилберга «Большой добрый великан». А это вот экранизация «Бесподобный мистер Фокс», который снял у нас Уэс Андерсон. И второй анимационный фильм от режиссера Уэса Андерсона — это у нас «Остров собак», который также как предыдущий выполнен в технике стоп-моушен анимации, то есть кукольная анимация у нас здесь. Обложка у нас повторяет оформление слипа. Такая вот накатка. И здесь у нас в комплекте идут карточки. Карточки, что интересно, двухсторонние. И на каждой стороне разные персонажи. У нас Спотс, Рекс, Миндалька, Шеф, Оракул, Босс. Далее два персонажа люди, Атари и мэр города. И снова собаки, это у нас Кинг и Дюк. Такие вот персонажи данной картины. И такое вот издание «Острова собак», которое он снял режиссер Уэс Андерсон. Идем далее. Еще одно издание в слипе. Это у нас кино, которое продюсировал Гильермо Дель Торо, и которое было снято мексиканским режиссером. «Книга жизни». Оформление такое же здесь. И здесь у нас также два диска с одинаковым оформлением накаток. И это у нас произведение связано с музыкой и с мексиканским праздником Днем мертвых. «Книга жизни». Далее. Полнометражный фильм по популярной серии, по популярному мультсериалу «Симпсоны в кино». Такое вот издание в коллекции. В данном издании у нас присутствует внутренний арт. С персонажами данной картины. Это у нас семейка Симпсонов, а также некоторые другие персонажи. На данное кино в свое время я ходил в кинотеатр, и мне фильм понравился, данная картина. «Симпсоны в кино». Далее, последний анимационный фильм от 20 века Fox, который снял у нас Дон Блуд. Это у нас «Анастасия». Фильм, который рассказывает про якобы спасшуюся дочь российского императора Анастасию. Это у нас музыкальный фильм. В свое время я его смотрел еще во времена VHS. И так, поэтому, несмотря на исторические всякие неточности, данный фильм нормальный. «Анастасия». Кроме того, здесь у нас представлен в качестве дополнительного материала еще один полнометражный фильм, а именно спин-офф про персонажа Бартака Великолепного.
То есть про вот этого маленького летучего мышь. Фильм «Анастасия». И, наконец, два фильма, которые выпускал Paramount, студия Paramount Pictures. Это у нас «Губка Боб» в 3D, или просто «Губка Боб». Такое вот кино. Данный фильм у нас совмещает компьютерную анимацию, рисованную анимацию, а также живых актеров. Когда они вылезают на берег, то данные персонажи становятся 3D-моделями, но и живые люди в таких съемках представлены. Фильм «Губка Боб» анимационный, по большей части. И, наконец, последний анимационный фильм, который хотел вам сегодня показать. Это у нас картина «Ранго». Видим надпись от режиссера «Пиратов Карибского моря». Это у нас вестерн, который срежиссировал режиссер «Пиратов Карибского моря» Гор Вербински. А главный персонаж в данной картине озвучил Джонни Депп. И данная картина принесла Гору Вербински Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм. Такое вот кино. Это было последнее издание на сегодня, которое я хотел вам показать. В одном из следующих видео я покажу вам издания от Universal Pictures, другие, кроме их изданий DreamWorks и Illumination, а также издание мультипликационных фильмов, которые выпускал Warner Brothers. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. И это все. Пока.